Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие маленькие автомобильчики крючком. Я уже раньше показывала их в своих видео. Ну, давайте рассмотрим поближе. Вязать их очень просто. Вот положу их на ладошку, чтобы было представление об их размере. Ну и сразу давайте померяем в длину 7 сантиметров, в ширину 3,5 и в высоту 4 сантиметра. Но размер, конечно же, будет зависеть от выбранной пряжи, крючка, плотности вязания, и у каждого мастера получится свой размер автомобильчика. Вязала их в разных цветах: и зеленые, и желтые, фиолетовые, серые, красные, синие. Кому какой цвет больше нравится, какая пряжа есть в наличии, утилизируем остатки пряжи. Требуется совсем немного ниток на этот проект. Эти машинки можно использовать как самостоятельные игрушечки. Дети любят играть маленькими такими автомобильчиками, или как брелочки. Размер их позволяет подвешивать куда-то на рюкзачки, на сумочки, ключам. Некоторые покупали их, чтобы повесить в автомобиле на зеркало. Но я думаю, таким машинкам найдется применение. В любом случае, им рады и взрослые, и дети. Как на подарки можно использовать. Если вам нравятся такие автомобильчики, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Ну, давайте приступим к работе. Итак, что нам понадобится для работы? Ну, конечно же, пряжа основного цвета. Я сегодня буду вязать машину желтым цветом. Мне кажется, так хорошо будет видно, как я провязываю петли посветлее. И пряжа черного цвета для окошек. Пряжа это у меня Yarn Art Jeans. В составе 55% хлопка, 45% полиакрила. Но цвет это другой, от другой пряжи я взяла этикеточку. В 50 граммах 160 метров. Ну, все эту пряжу знают хорошо. Также потом буду вязать оранжевую машинку. Вот это от нее этикетка 85 color, если кому-то интересен такой цвет. Но вы берете любую пряжу. Но сразу берем потолще, конечно, слишком тонкую не нужно. И крючок буду использовать 2 миллиметра. Это подходящий крючок под эту пряжу. Так, крючок понадобится, ну, конечно же, ножницы. Также нам нужны будут нитки для вышивания передних фар. Это у меня вот молочного такого цвета, это нитки мулине. Для вышивки задних тормозных сигналов или габаритные огни, как они называются. Сегодня я буду их вышивать красным цветом. Черную пряжу я приготовила, черные нитки для вышивания вот такого прямоугольничка вот сзади. Это как бы имитация номера. И для вышивки решетки радиатора. Ну, вот 3 цветов достаточно. Можно и оранжевые, но это любые цвета, какие есть, также в наличии берем. Понадобится 4 пуговички. Диаметр у меня их 15 миллиметров. Но опять смотрим же на размер автомобильчика, какой получится. Может быть побольше, поменьше пуговички вам понравятся. Здесь я пришила такие металлические пуговицы 13, 12, 14 миллиметров. Здесь 13, 12. Ну, какие есть, также вот здесь даже у меня разные 2 пары. Эти 2 одинаковые. Уже что осталось у меня. Все пуговицы я уже использовала на вязание других машинок. Иголочка для вышивки и для пришивания пуговичек, колесиков. У меня длинная иголка. Маркер. Конечно же, холофайбер для набивки. Если будем делать брелочек, вот такие карабинчики я использую. Я сразу их не прикрепляю, но если покупателю хочется сделать брелочек, я там же на месте присоединяю такие карабинчики, можно с металлическим кольцом. И также нам понадобится кусочек пластика. У меня можно использовать также любой пластик от каких-то баночек, от продуктов.
или бытовой химии. Вырезаем вот такой прямоугольничек, и я закругляю вот так слегка уголочки. У меня размер этого донышка 3 сантиметра в ширину и в длину, ну вот 6,2, 6, но это не принципиально, чтобы машинка была внутри вот такой плоской, не выгнутой, не вогнутой, не выпуклой, и хорошо держала форму. Вставляю в донышко вот кусочек пластика. Но если нет пластика, можно использовать кусочек плотного картона, но тогда стирать такие брелочки и мочить уже не рекомендуется. Ну, вроде бы все рассказала о нужных материалах, которые нам понадобятся. Теперь приступаем к вязанию. Итак, берем пряжу основного цвета, делаем начальную петлю, крючок 2 миллиметра у меня, и набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее со второй петли от крючка вяжем в каждую петлю по столбику без накида. Первая, вторая, вставляем крючок, первый столбик без накида, в следующую 2, 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Мы машинку нашу начинаем вязать с крыши. Вначале провяжем сейчас прямоугольник, воздушная петля подъема, разворачиваем и с первого столбика начинаем. И также вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И в последний столбик провязываем последний 5 столбик без накида. Второй ряд у нас готов. 5 столбиков, воздушная петля подъема в конце ряда. Разворачиваем, вяжем 3, 4 и 5 ряд аналогично. В каждом ряду у нас по 5 столбиков без накида. В конце ряда делаем петлю подъема. Вяжем 3, 4 и 5 ряд самостоятельно. Итак, провязали 5 рядов по 5 столбиков. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем 6 ряд. Также 5 столбиков, но в конце ряда мы не делаем петлю подъема. 3, 4, 5, 6 рядов у нас готово. И теперь вяжем 7 ряд и будем вязать уже по кругу. Нам сейчас нужно обвязать наш прямоугольник. Итак, вяжем 7 ряд. Нам сейчас по длинной стороне нужно провязать 6 столбиков без накида. Первый столбик я провязываю в тот же столбик, куда вязала последний столбик предыдущего ряда. Далее вот в это отверстие провязываем второй, вот сюда в столбик, в его боковинку 3, в отверстие вот в это большое, оно хорошо просматривается, 4, далее в столбик, в боковинку 5 и 6 столбик провяжем вот в первую петлю цепочки. 6 обвязали длинный край, поворачиваем. По этой стороне нам нужно провязать 5 столбиков. Первый столбик вяжем в тот же столбик, куда и последний, как бы прибавочка. Второй в следующую петлю, но здесь хорошо петли просматриваются. 3, 4,
И в начальную петлю вот сюда в уголочек 5-й столбик. Так, провязали 5 столбиков по короткому срезу, разворачиваем. Здесь нам нужно провязать также 6 столбиков. Первый вяжем также вот в начальную петлю, далее в отверстие, это второй, теперь в боковинку столбика 3, вот в эту дырочку 4, столбик 5 и вот сюда в отверстие 6. Все, провязали 6 столбиков. Переходим на короткий срез и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков нам нужно провязать. Вот вершину первого столбика, второй, 3, 4, 5 вяжем не до конца. Вытянули ниточку, 2 петли на крючке, и сейчас нам нужно присоединить нить черного цвета. Закрываем столбик уже черной пряжей. Вот. 7 ряд у нас готов. У нас получилось 22 столбика. 6, 5, 6, 5. Давайте вот этот хвостик привяжем к желтой ниточке. Вот так. И вяжем 8 ряд черной пряжей. Итак, в следующий столбик нам нужно сделать прибавку. Вяжем 2 столбика без накида. Вот у нас здесь 2 столбика, вот во второй. Это у нас первый из 6 на этой стороне. Первый. И сюда же в этот столбик второй. Черную пряжу, конечно, не очень хорошо видно, но я буду все проговаривать, надеюсь, все будет понятно. Далее вяжем 5 столбиков, по одному в каждый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. В следующий столбик также делаем прибавку 2 столбика без накида. 1 и сюда же в этот столбик второй. Далее 4 столбика. 1, по одному вяжем. 2, 3, 4. Прибавочка 2 столбика. Если я медленно вяжу, можете сделать скорость воспроизведения видео побыстрее. Далее 5 столбиков, по одному в каждый столбик. На уголочке также у нас прибавочка 2 столбика. И осталось провязать еще 4 столбика. Вот. 8 ряд у нас готов. У нас получилось 26 столбиков. Мы сделали 4 прибавочки. Вяжем 9 ряд. В этом ряду мы провязываем 26 столбиков без прибавок и убавок. Вот у нас первый столбик. Черная пряжа, конечно, не очень хорошо видно. Вяжем по кругу, не делая никаких петель подъема. Первый столбик. Я всегда его отмечаю маркером. Первый столбик. Вот так. И в каждый столбик провязываем по столбику. Смотрим внимательно здесь, чтобы не промахнуться. 2, 3. Давайте довяжем этот ряд самостоятельно. Просто провязываем 26 столбиков. Провязала 26 столбиков.
9 ряд у нас готов. Маркер я убираю. Вяжем 10 ряд. Вот в этот столбик, который у нас был отмечен маркером, провязываем прибавку 1 и вешаю маркер также на первый столбик, и сюда же второй, 2. Далее у нас идут 7 столбиков по одному, 1, 2. Ничего не видно вам на камеру, но вяжите под диктовку. 3, 4, 5, 6, 7. Далее идет прибавочка на уголочке, вот здесь у нас машинки нашей, 2 столбика. Далее по короткой стороне вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавочка 2 столбика. Далее 7 столбиков прибавка, 4 столбика. Вяжем 7, прибавка 4. Встречаемся в конце ряда. 10 ряд у нас готов. В ряду получилось 30 столбиков без накида. Если вы хотите сделать машинку немножко повыше, можно провязать еще дополнительный ряд черной пряжей, также 30 столбиков без накида. Но мне нравится и такой размер машинки. Вот у меня окошки это 3 ряда, 1, 2, 3. Так. И теперь смотрим внимательно. Сейчас мы будем вязать капот уже нитью основного цвета. И вот смотрите, у меня как бы немножечко перекос. Мы когда вяжем столбиками, у нас немножечко ряд уходит, как бы вот косит вправо. И я всегда в конце 10 ряда делаю дополнительный столбик нитью черного цвета. Еще один столбик делаем, чтобы у нас капот был, вот как бы машинка была не перекошенная, а симметричная. Вот смотрите, сделала. Вытянула петлю и закрываю этот столбик дополнительной нитью основного цвета. Вот так. И начинаем вязать 11 ряд. Итак, в следующий столбик провязываем прибавку. Уже тут у нас будет прибавочка. Так, как же плохо видно черную пряжу. Из 3 столбиков. В один столбик вяжем. Так, все, я попала в него. 3 столбика. Первый сюда же, второй, третий. Сейчас провяжем еще ряд по кругу, а потом будем капот вязать поворотными рядами. Далее идут 7 столбиков. В этом ряду у нас тройная прибавочка. Прибавка из 3 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее на уголочке вот здесь у нас прибавка из 3 столбиков. Три столбика в один столбик провязали. По короткой стороне у нас 6 столбиков идет. Далее снова тройная прибавка. Вяжем в один столбик 3 столбика. Эту черную нитку можно уже отрезать. Так, куда я ножнички положила? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сюда мы делаем тройную прибавочку. Пока нитку отрезала, уже забыла, что вязала.
Так, по длинной стороне у нас 7 столбиков. Далее тройная прибавка. И останется провязать еще 6 столбиков до конца ряда. В каждый столбик по одному столбику. Желтые машинки очень красиво смотрятся. Они на такси похожи. И раньше такие «Жигули» были желтого цвета. Не знаю, сейчас они ездят на наших улицах, нет. Но иногда встречаются такие уже ретро-автомобили желтого цвета «Жигули». Так, все, 6 столбиков провязали. В этом ряду у нас получилось 38 петель. И в первую петлю, вот сюда, провяжем еще один столбик. Так, чтобы подойти к переду ровненько и машинка была симметричной. Не забываем сделать еще один столбик. Далее 1 воздушная петля, разворачиваем и, начиная вот с этого же первого столбика, провязываем 8 столбиков. И это у нас 12 ряд. 1, 2, вяжем капот, 3, 4, 5. Машинки наши похожи на такие мини-куперы. 6, 7, 8. 1 воздушная для подъема, разворачиваем и снова вяжем 8 столбиков. Это у нас будет 13 ряд. В конце ряда делаем воздушную петлю и в обратную сторону вяжем еще 8 столбиков. Это у нас будет 14 ряд. Итак, давайте провяжем 2 ряда, 13 и 14 по 8 столбиков самостоятельно. Провязали еще 2 ряда, 14 ряд у нас готов. В конце ряда делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и сейчас вяжем 15 ряд. Будем уже вязать по кругу. По переду капота вяжем 8 столбиков без накида. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас вяжем по боковой стороне. Нам нужно сделать здесь 3 столбика. Давайте первый вот в это отверстие сделаем. Теперь в боковинку столбика, это второй столбик, и вот сюда третий. Так, затягиваем плотненько, чтобы все столбики были не расхлябанные. Теперь по кругу провязываем 30 столбиков. Вот у нас прибавочка из 2 столбиков, чтобы здесь не запутаться. Вот 1, 2. В первый вот на этой троице мы уже провязывали, поэтому вяжем во второй, начиная со второго. 1 и вяжем 30 столбиков. 2, 3, 4 по кругу. 2, 3. Давайте провяжем 30 столбиков и встретимся вот в этом месте. Провязали 30 столбиков. Вот в этом месте мы остановились. И сейчас нам нужно также по боковой стороне капота провязать еще 3 столбика. Вот сюда в дырочку. 1. Вот так в боковинку столбика. 2. И третий столбик.
15 ряд у нас готов. У нас в ряду получилось 44 столбика. Вяжем 16, 17 и 18 ряд, 3 ряда, начиная вот с первой петли по 44 столбика. Здесь у нас ни прибавок, ни убавок. Первый столбик я всегда отмечаю. 1, 2, вяжем по кругу. 2, 3, обвязываем нашу машинку, вяжем 3 ряда и встречаемся в конце 18 ряда. В каждом ряду у нас по 44 столбика. Ну вот, провязали 3 ряда по 44 столбика. Восемнадцатый ряд у нас готов, и в конце нашей детальки мы делаем просто соединительную петлю и ниточку отрезаем. Все, верхняя часть нашего автомобильчика готова. Можно спрятать просто вот так хвостик внутри детальки. Вот увели вовнутрь. Так, пока ее откладываем и приступаем к вязанию донышка. Сейчас нам нужно сделать вот такой прямоугольничек. Для этого делаем начальную петлю и набираем 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй петли от крючка 1, 2, во вторую вставляем, провязываем 6 столбиков без накида. По цепочке идем в каждую петлю по столбику. 3, 4, 5 и последний в начальную петлю 6. И в конце ряда провязываем воздушную петлю подъема. Разворачиваем. Первый ряд донышка у нас готов. Вяжем второй ряд, провязываем также 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем по такому же принципу, как мы вязали и крышу машинки. 6 столбиков провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, одна воздушная петля подъема. Мы с вами сделали 2 ряда, а нам нужно провязать всего 14 рядов пока. Давайте провяжем эти 12 рядов самостоятельно. Не забываем, что в конце каждого ряда мы делаем по воздушной петле. И в каждом ряду у нас по 6 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно еще 12 рядов и встречаемся. Ну вот, мы провязали 14 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Правильно. И теперь нам нужно делать обвязку. Теперь будем вязать по кругу, неповоротными рядами. Итак, вот в тот же столбик, куда мы делали последний столбик, провязали, давайте сделаем прибавку. Вяжем еще сюда 2 столбика. Первый столбик я помечаю всегда. Далее нам нужно разместить 12 столбиков по длинной стороне. Первый столбик вот сюда, вот в отверстие я вяжу. 1. Вот сюда в маленькую дырочку, в боковинку столбика. 2. В большую дырочку. 3. В боковинку. 4. Сюда в большую 5, в маленькую 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12. Провязали 12 столбиков
И на уголочке нам нужно сделать также прибавку. Вот эти 2 столбика я, наверное, провяжу сюда же, в этот же столбик, куда вязала 12-й. Так, по короткому срезу нам нужно сделать 6 столбиков. Здесь у нас прибавки из 2 столбиков. В этом ряду 3, 4, 5 и в начальную петлю 6. Я тут все делаю на глазок, лишь бы количество столбиков совпадало. По второй стороне также провязываем. Сначала прибавочку нам нужно сделать. Прибавку сделаю в тот же столбик, куда я последний столбик, 2 столбика здесь провяжу. Теперь 12 столбиков надо разместить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь прибавочку делаю. И еще 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Сейчас сделаю в конце соединительную петлю. Вот, донышко наше готово. Давайте померяем, как оно соответствует нашей заготовке пластиковой. Вот оно 1 в 1 у меня почти, но оно еще немножечко растянется после того, как мы будем нашу машинку набивать холофайбером. Так, берем машинку и вот так сворачиваем, чтобы было видно, где у нас уголочки, чтобы она была не перекошенная. Вот уголочек у нас, чтобы все было симметричненько. Пусть вот этот у нас столбик будет угловой. Сейчас мы эти 2 детальки будем соединять между собой. Так. Я соединяю просто соединительными петлями. У нас также на донышке 44 петли, как и на основной детальке. И соединяем петля в петлю соединительными петлями. Два. Тут даже считать не обязательно, все должно и так у нас совпадать. 3, 4. Давайте немножечко сами вот так соединим, набьем холофайбером по ходу провязывания соединительного шва этого. И не забываем вставлять донышко, но это я уже в конце, как буду подходить к концу ряда, ставлю вот это донышко, чтобы сейчас пока оно мне не мешало. Давайте провяжем эти соединительные столбики и встретимся.
Ну вот, я сшила 2 детальки между собой. Вот такой вот здесь жгутик получается, как ребро жесткости. Донышко тверденькое. Машинка немножечко увеличилась после того, как мы набили ее холофайбером. Она сейчас пока что у нас еще такая пузатенькая. Но сейчас мы будем делать вышивку, и все выправится. Так, оставляем кончик нити подлиннее, ну примерно сантиметров 50. Так, вытягиваем. И начинаем оформление нашей машинки. Сейчас я вставлю ниточку в иголку. Итак, давайте вот выведем, вот здесь сделаем еще закрепочку, выведем как бы вверх ее через жгутик. Так. Выводим. Так, и вот через столбик направляем иголочку. Вот у нас капот, это верхняя часть крыши. Выводим иголку вот в этой точке, где у нас уголочек крыши. Так, иголочку подлиннее взяли, чтобы все хватало нам. Так, вот эту ниточку не видно. И делаем как бы у нас вот здесь вот металлическая конструкция. Вниз в уголочек вот сюда. И выводим вот сюда, где-то в середину крыши. Или давайте сейчас выведем, чтобы нитку сэкономить, вот сюда, вот в эту точку. Так, чтобы ниточка у нас поменьше расходовалась. Так, поднимаем вверх вот так. И вот вверх крышу, где-то в серединку. И выводим на следующем уголочке крыши. Здесь все делаем на глазок. Вот так. Смотрим, чтобы все ровненько было, аккуратненько. Мы поворачиваем передом. Вот так хорошо нас устраивает, чтобы здесь лежала ниточка. Заводим сюда. И давайте выведем в боковушечку вот сюда. Мы сделаем как бы имитацию ручки. Вывели. И вот так 2 стежка на ширину 2 столбиков. Пару стежков вот так сделаем, как бы раз и еще раз. И теперь выводим вот так. Смотрим, у нас должна быть вторая. Так, поправляем холофайбер. Выводим вот сюда, вот в эту точку нитку. Вот так. Так, ручка наша получилась. Вот 2 стежка. Заводим сейчас наверх, вот сюда в крышу. Давайте выведем в середину, вот сюда крыши. Заводим сюда. Но смотрим, чтобы все было симметрично первой стороне. Вот сюда вверх вывожу. Потом все быстрее будет. Это первая машинка так долго, а потом все это уже как по накатанной. Спускаем вниз. Смотрим, чтобы все было симметрично. И сделаем вторую ручку вот вниз и выводим, чтобы сделать нам ручечку вот здесь. Так. Один стежок. И второй я делаю вот так. Вывожу в бок вот сюда нитку противоположного края. Ручка готова на этой стороне. И вот пусть в верхний столбик или в нижний, все равно, чтобы машинку как бы стянуть, чтобы она была не очень пузатая. И можно еще вот, давайте вот сюда, все равно куда, вот, вывожу на противоположную. Немножечко как бы ее стянуть. Утяжкой это, конечно, не назовешь. Так, столбик вверх или вниз. И выводим верхний уголочек задний, чтобы сделать последнюю грань. Так. И вот сюда спускаемся вниз.
Давайте еще раз где-нибудь сзади еще немножечко ее стянем. Вывожу назад, вот сюда. Как бы прошиваем ее. Можно этой же ниткой пришить колесики, но я пришиваю ниткой красного цвета. Мне вот больше нравится, когда как-то она посимпатичнее машинка. Так, сильно утянула, так поправила. И все, прячем хвостик внутри машинки. Так, теперь нам нужно вышить бампер, фары и задние габариты. Вставляем разноцветные ниточки. Можно и из этой же пряжи вышивать, ну, другого цвета, соответственно. Но я как-то приноровилась, мулине вышиваю. Так, сейчас я поменяю нитку в иголке. Я всегда вяжу одновременно несколько машинок. Вначале навяжу, а потом, чтобы не менять каждый раз нитку, сразу все вышиваю. Передние фары на всех, задние фары на всех. Так удобней оптом. Так, ну давайте заводим крючок и вышиваем фары. Все произвольно, как кому больше нравится. Здесь впереди у нас как бы большие вот такие дырочки. Вот вывожу вот в эту дырку. Можно вверх фары смотрели, чтобы были горизонтально, можно пониже, как глазки. Кому как больше нравится. Здесь уже как фантазия кому подсказывает. Так. Чтобы стежочки ровненько ложились параллельно. Давайте 4 сделаем, чтобы пообъемнее были. Может быть и 3 ниточки достаточно. Смотрите сами там уже на свое усмотрение, как вам больше нравится. Так, и сейчас вывожу вот сюда, наверное, чтобы было симметрично. Вот сюда. Так, ниточку ровненько укладываем. Вот так, аккуратненько. И вышиваем другую фару. Так, пониже немножко, а то она мне как-то задирается вверх относительно первой, чтобы все было симметрично. Но даже если будет что-то кривенько, ничего страшного. Так, и 4-й стежок, так же, как и на первой. И в ту же точку вывожу. Я обычно нитки вывожу в то место, где колесики будут пришиваться, чтобы потом не было заметно этих узелков, ничего. Так, все, затянули. Вот такие 2 фары получились. Надо было эту ниточку тоже отсюда вывести. Ну, сейчас я крючком ее сюда перенаправлю. Так. Маленький хвостик оставила. Вот так. Здесь будет колесико, здесь уже не будет видно. Все, завязываем узелок и прячем вовнутрь. Можно через столбик сделать. Так, здесь вот надо перехлестик сделать. Не в ту вывела. Угу. Вот так. Через столбик, чтобы эти ниточки смотрели, чтобы узелочек у нас завязался. Завяжем узелок и спрячем хвостики также вовнутрь. Так, нитка рассвоилась, мулине. Так, короткий хвостик оставила, что-то я задумалась не туда. Вот, 1, 2. И прячем
хвостики. Так, теперь черную ниточку вставляем, вышиваем вот такую решетку радиатора. Давайте это сделаем, наверное, самостоятельно. Буквально 2 стежка. Раз, два, раз, два. Все. И вышиваем задние фары. По такому же принципу, как и передние. Можно их также сделать и горизонтально, и вертикально. У меня есть оранжевая ниточка, но я сейчас, наверное, вышью красной ниточкой, чтобы этой же ниткой пришить колесики. Давайте довышиваем сами. Я здесь даже номер вот так, квадратик, но это не обязательно. Уже как вам ваша фантазия подскажет. Ну все, я закончила с вышивкой. Сделала вот сзади такой прямоугольничек. Красным вышила фары, габариты, тормозные сигналы. Сделала решетку и осталось пришить колесики. Я даже не отрываю нити. У меня все пуговицы разные, но я думаю, что ничего страшного. Сейчас пришиваем пуговицы. И наш автомобильчик будет готов. Осталось совсем немножечко. Так. У меня уже столько этих пуговиц израсходовалось, что все мои запасы старые пуговиц как раз пошли все в дело. Я этому очень рада, что пуговички мои пригодились. Пуговицы, которые остались от бабушки. Так. Все мне пригодилось и какая-то польза. Я пришиваю крестиком всегда. Вот. Пуговички надо покрепче пришить. Так, и вывожу сразу туда, на передние колесики. А передние два у меня одинаковые пуговички. Вот эти узелки сейчас все прикроется, которыми мы закрепляли нитки. Угу. Все, дошиваю пуговички. Ну все, колесики я пришила, пуговички. Автомобильчик наш готов. Если хотите сделать как брелочек, просто прикрепляем вот такую подвесочку готовую. Вот такая у нас получилась игрушечка. Как видите, вязать такую машинку несложно, быстро. Первая, конечно, подольше, а следующие автомобильчики будут как с конвейера выходить. Вот, посмотрите, какая красота. Сейчас свяжу еще зелененькую, оранжевую.
и какую я собиралась, уже не помню. Но буду навязывать их разным цветом. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!